8 декабря 2019 года на 88 году жизни скончался выдающийся японский мастер карате в стиле сётокан Хирокадзу Канадзава. Он занял почетное место в истории боевых искусств мира. Канадзава был основателем и главным наставником Международной федерации карате сётокан. Обладатель 10-го дана активно распространял свои знания и опыт по всему миру, оставаясь верным принципам и духу карате. Мастер Канадзава продолжал тренироваться и совершенствоваться в карате до последних дней своей жизни. Наша съемочная группа сняла видеоматериал о Хирокадзу Канадзаве во время его тренировок в додзё. Этот эксклюзивный материал позволяет нам увидеть, что возраст не является преградой для величайшего мастера карате. Даже когда Хирокадзу Канадзаве исполнилось 77 лет, он выглядел профессионально и был в хорошей физической и духовной форме. Мастер Канадзава родился в 1931 году 3 мая в префектуре Ивате, Япония. В школьные годы он занимался дзюдо и имел ранг 2-го дана в этом боевом искусстве. В возрасте 19 лет Канадзава приехал в Токио с намерением поступить в университет Нихон, где функционировал мощный клуб карате. Однако настоящее сокровище карате, где были самые лучшие тренировки, он обнаружил в университете Токусёку, где и начал свои занятия в 1951 году. Там тренировки возглавлял сам основатель карате сётокан, сенсей Гитин Фунакоси, а его верным помощником и соратником был Масатоси Накаяма. Этот клуб славился жесткостью тренировок и непреклонными правилами. Канадзава в скором времени стал одним из самых талантливых учеников клуба. Всего за 1,5 года он достиг 1-го дана. В университете Токусёку утро начиналось в 7 часов, иногда в 6:30 утра. Тренировка длилась час или 1,5 часа. В 3 часа дня занятия в университете заканчивались, и с 3 часов дня до 4 или 5 и даже до 6 часов дня я тренировался. По средам и пятницам была еще одна вечерняя тренировка с 7 часов и до 9 часов вечера, а иногда и до 10 часов вечера. Так что в одни дни было по 3 тренировки в день, а в другие, в обычные дни, 2 раза в день. Вот так я тренировался и с удовольствием закалялся. 1 раз в месяц наш университет совместно с еще 6 университетами, всего 7 университетов, проводили общую тренировку, на которую обязательно приходил Фунакоси-сенсей. Он руководил всеми этими тренировками. Кроме того, Фунакоси-сенсей проводил раз в месяц тренировки и в нашем университете Токусёку. Таким образом, у меня была возможность получать наставления от Фунакоси-сенсея 2 раза в месяц. Вообще, Фунакоси-сенсей был молчалив. Однако, когда я выполнял кату канку дай в точности так, как ее исполнял сенсей, он мне сказал: «Ставь ноги пошире, а поясницу держи пониже». Сначала я его не понял, ведь я старался делать все в точности, как сенсей. Он понял мое недоумение, улыбнулся и заметил: «Ты молодой парень, а мне уже 80 лет. Молодые парни должны держать поясницу низко, а ноги широко. Ведь цель будо – стать сильным, крепким и закалить тело и дух. Если не сможешь закалить тело, не закалишь и душу. Поэтому крепче и сильнее так не станешь». Таких случаев с Фунакоси было много. Мне кажется, что сенсей Фунакоси мог видеть мою душу.
Поэтому перед Фунакоси нельзя было думать о нехорошем. Как только подумаешь, он сразу все понимал. Например, был такой случай. Мы идем на тренировку в спортзал. Вся команда в сборе. Я иду встречать сенсея, который должен приехать на такси. Встретив такси, я иду с ним к месту тренировки. А Фунакоси-сенсею тогда уже было за 80 лет. Я подумал, интересно, сенсей смог бы сейчас отбить мою атаку? И вдруг сенсей Фунакоши, улыбаясь, говорит: «Канадзава-сан, о чем вы сейчас подумали?» Вот я и попался. Он понял мои мысли, о чем я думаю. И таких случаев было много. По окончании университета я поступил в ассоциацию карате. У меня была должность наставник-стажер кэнкюсэй. Но и тогда Фунакоси-сенсей приходил в ассоциацию. Он приходил в кимоно, аккуратно садился на стул и внимательно смотрел, как идут занятия. В мои студенческие времена, когда я тренировался у сенсея, он надевал каратеги и обучал реальным приемам. Иногда Фунакоси делал замечания, если что-то было не так. У меня хорошо получались удары ногой, я любил эти удары. Когда я делал много ударов, он всегда смотрел на меня и улыбался. По отношению к Фунакоси-сенсею я испытывал очень теплые чувства, как к небожителю. Фунакоси – это был человек, который словно спустился с небес. В 1978 году Международная федерация боевых искусств присвоила Хирокадзу Канадзаве 8-й дан карате. Через 10 лет, в 1988 году, он был удостоен 9-го дана карате. А в 2000 году Канадзава достиг высшего 10-го дана карате. Хирокадзу Канадзава является выдающейся фигурой в мире боевых искусств. Его приверженность традициям карате и стремление к возрождению духа будо делают его уникальной личностью в мире карате и боевых искусств. Он всегда выступал за глубокое осмысление и понимание боевого искусства, важность долголетней практики, развитие внутренней силы и самосовершенствования. Авторитет Канадзавы укреплялся, стремительно рос и достиг чрезвычайно высокого уровня. Его философия карате оказалась настолько привлекательной, что его организация стремительно расширялась и в настоящее время насчитывает около 130 филиалов по всему миру. Я думаю, что успех – это терпение и старательность. Все же, если вам не хватает старательности, то вперед ты не продвинешься, сильнее не станешь, и не станешь быстрым и ловким. Поэтому, когда вам мучительно трудно, нужно терпеть. Постоянно стараться изо всех сил – это очень трудно. Поэтому терпение, которое помогает перенести все эти трудности, очень важно для нас. Люди из мира карате приветствуют друг друга словом «ос». Это слово пишется двумя иероглифами, которые означают «нажимать» и «терпеть». «Нажимать» символизирует старание. Второй иероглиф из слова означает «терпение». И это все очень важно. В настоящее время философия карате, которую я преподаю, это гармония. Потому что настоящая душа будо – это вовсе не сражение. Например, изучая прием, как свалить с ног противника, мы на самом деле учимся, как оставить его в живых. Мы изучаем приемы, чтобы оставить противника в живых. Цель наша состоит в том, чтобы, изучая технику боя, мы научились достигать мира. Так что карате – это гармония.
Одновременно, как только он начинает бить, тогда используйте его как бы движение, и тогда... Карате – это, конечно же, система самообороны, которая состоит в основном из ударов ногами и руками, блоков. Но это также и система физического воспитания человека. Целью занятий карате является создание мира и гармонии. В этом и заключается главная философия карате. Это, в общем, самое важное. Мы уважаем спортивное карате, мы регулярно проводим международные соревнования и разные чемпионаты. Это очень важно для общения и дружбы для каждого человека в любой стране мира. Но в конечном счете, самое главное – это боевой дух, это дух будо. Спортивное карате – это очень хорошо. В спорте необходимо побеждать своих соперников, но в будо необходимо побеждать самого себя. В этом и заключается настоящий смысл будо. Main geri, anden gelen bırak.